Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. В этом выпуске «Львы ТМС» Влад Ярощук сразу пугает Ярослава Блажко своей физической формой. Потрясающе, бицушку накачал, чувствую себя хорошо. Но у последнего уже подготовлена тактика на этот поединок. Я буду стараться работать агрессивно для того, чтобы не дать ему воспользоваться своим преимуществом, своим весом. В другой схватке Илья Гасюк и Сергей Коркач обменялись скромными пожеланиями о предстоящей встрече. Своему сопернику я можу пожелати удачі, хорошої боротьби. Увидимося на коврі. Хочу побажати своєму супернику удачі і хай це буде дійсно видовищна і гарна боротьба. Львы ТМС. Український прайд. Шай, привет. Хотел бы поблагодарить тебя с лица всех ребят вообще за эту затею, потому что все закисли на карантине, 1,5 месяца уже крыша ехала, и как раз в такой период такой проект, где ребята могут не просто потренироваться, какой-то дополнительный себе пиар получить в виде там на ютубе их покажут и так далее, но и потренировать даже вот то, что камеры, потренировать свое психологическое состояние. Знаешь, они здесь учатся говорить на камеру, давать интервью. Вот видно, даже многие в первый день приехали, так скромничали там. Сейчас уже на камеру вообще сегодня вот у нас был кулинарный баттл, они там как телеведущие общались. Ну, то есть это опыт очень крутой. И я уверен, что когда они будут выходить, знаешь, где-то на чемпионатах уже, где будет там 10 ковров, им будет намного легче. Потому что здесь выходить очень тяжело, когда 10 камер и ты один выходишь. Это очень, поэтому опыт колоссальный. И, конечно, это такой вклад. Так, недавно ты появился на арене украинского джиу-джитсу, но уже сделал больше для него, чем там некоторые активисты за многие годы. Да, активисты в кавычках. Спасибо, поэтому спасибо тебе огромное. И мы, все, что от нас, то, что мы можем, а можем мы много, мы будем поддерживать, потому что правильная движуха и супер круто. Спасибо. Вот, поэтому однозначно рассчитываю на нашу поддержку. Еще раз спасибо и до встречи. Спасибо, очень рад, ребята, очень рад. У меня очень аж мурашки по коже. На самом деле, когда я чувствую такую поддержку от вас, и мне это очень приятно. Не думаю только мне, думаю, что и Сергею, и Валику. Нам на самом деле очень приятно от вас эта поддержка. Она очень нам нужна. И надеюсь на будущее, что у нас это будущее будет. Все, спасибо, до скорой встречи. Ребят, меня зовут Саид Михаев, если кто-то не знает. Я живу на данный момент в Америке, сам я родом из Чечни. Где-то лет 10 назад я переехал в Америку, просто хотел остаться здесь. И потом, будучи 3 года живя в Америке, я нашел джиу-джитсу, занимался для себя. И в то время я работал дальнобойщиком, и вот меня так затянуло в джиу-джитсу, и я потом решил оставить эту работу и так уже, подрабатывать и полностью тренироваться. Я вижу у тебя как раз книга по психологии, психология чемпиона сзади. Она очень классная книга. Да.
И вот как раз мы говорили о том, что такой формат, как реалити-шоу, что пацаны выходят, камеры на них направлены, это им очень сильно поможет выступать в дальнейшем. Потому что, ну, они привыкнут к этой нагрузке, как бы, психологической, знаешь, такая, как тренировка. Поэтому этот кемп не сколько такая физическая нагрузка и техническое развитие, сколько вот, мне кажется, эта психология вот здесь очень сильно работает у них. Ну, думаю, что потом они тоже в этом скажут. Я по плане психологии хотел бы дать совет вот ребятам. Вот многие люди вот, думают, я не знаю, по крайней мере, вот, я заметил, что на многих людей вот эта техника работает, психологический вот этот прием. Многие люди, почему нервничают? Каждый человек должен себе задать вопрос, почему он нервничает, почему он переживает перед соревнованием. Потому что он боится плохо выглядеть, правильно? Большинство людей бывает, по крайней мере, люди из стран СНГ в основном, у нас очень сильно парятся, как мы выглядим. Заметили, очень часто в джиу-джитсу бывают какие-то такие, ну, так сказать, слабые, такие как ботаники выглядят, но они хорошо выигрывают. Майки Мусумеши. Почему? Ну почему? Я иногда задавался, почему такой крутой, сильный чувак почему-то хуже раскрывается, чем такой. Потому что у них изначально уже нету эго. Они и так привыкли, что они такие слабые. И когда они начинают тренироваться, у них уже идет правильное мышление. Мне кажется, если человек уходит на соревнования и умеет откинуть тот факт, признать тот факт, что если он проиграет, это не страшно, но надо выложиться, он намного лучше будет выступать и будет больше рисковать и больше раскроется. Да, спасибо, это очень важно, потому что психология это всегда самое сложное. Там технику можно в интернете посмотреть, да, вот, а психология это... Да, это всегда трудно. Каждому свое, да, но я вот заметил, вот, каждый человек, мне кажется, должен задать вопрос, что именно делает его что именно заставляет его нервничать. Да, и работать с этим, да, то есть вы... Работать над этим, да. Саид, спасибо тебе огромное, очень было интересно с тобой пообщаться, ведь про OJ, про психологию. Спасибо большое, что уделил внимание нам. Думаю, надеюсь, что встретимся скоро на чемпионат мира IBJJF, обязательно прилетим. Надеюсь, что увидимся. Да, прилетайте. Hi, Cody. Hi. Hi. Борщ. Борщ. Bosh. Ос. How are you? Good, I'm doing good. How are you guys? Hello, Cody. It's guys from Ukraine. We doing here some reality show, grappling submission only. Nice. Yeah. Hello. How are you, Willie? I'm doing great. How are you? Thank you. How are you guys? Yeah, it's guys train here and compete every day. It's like a tournament, but for 10 days. Do you know? Yes. Awesome. Yeah, it's very cool. So we see your fight, wall-to-wall championship in Ukraine. Yeah, some guys in the same time prepare for world championship and cannot compete, but these guys want to fight with you next time in Ukraine because you're very good, you're very cool, your technique is top level. Oh, thank you very much. Yeah, it'd be very cool. Hi, Willie. My name is Yaroslav. I watch you fight in wall-to-wall tournament. You was amazing. And I want to fight with you in next tournament. Yeah, that'd be awesome. Very cool. Nice to meet you. That'd be a very cool match. Yes, I think we can doing a good fight. Yeah, we can put on a good show. Make it an exciting match. That'd be fun. Very nice to see you guys there. Training, prepare yourself. Говорит, что рад вас видеть, Мишков. Como estás, David? Bem, I'm good. Very good. Yeah. Half year ago we trained with kids in Rio de Janeiro. Do you know in nice. Checkmate Academy? Checkmate. Antonio So, Galaros. in 1 month, in 1 month and a half, I'm gonna open my own gym. In So Rio. if you guys are in Brazil, you guys can come to train with me, okay? It's Any very of you good. guys. Ну, Дело говорит, нет. что будет открывать свой зал в Рио-де-Жанейро. It's jiu-jitsu or MMA or all? It's jiu-jitsu. We're gonna have everything: jiu-jitsu, MMA, no gi. I'm gonna teach gi and no gi as well. Ну, он будет там преподавать ги-ноги, открывать через 1,5 месяца свою школу в Рио-де-Жанейро. Hello, Davi. I want to Hey, ask what's you up? how you prepare your mind for competition.
So I always prepare my mind in the gym. The gym is the most important, you know. The gym is where I'm training myself. In the gym, where I put myself in bad situation. So the most hard fight is in the gym, you know. When I go to the fight, the real fight, the tournament is just a part to enjoy what you just have been training. You understand me? So that's the most important. So my mindset is, of course, every fight you have a difficult because the other guy is also training a lot, you know, for fight against you. They look at what you're doing, they look at what you have the best, but you have to believe in you and train the most you can. When you go to the fight, man, put one thing, you have to put one thing on your head. Nobody can beat you. That's the thing what I put in my head. I know I have many guys, many people is very good. Their technique is good. But I have to believe in myself. Much more than anybody else. You guys understand me? Tell them. Thank you. Да, он говорит, что самое главное то, что вы должны верить в то, что никто не может вас победить. То есть вы не должны сомневаться. Он знает, что да, вот это не значит, что он там не уважает своих соперников, он знает, что они все очень сильные, но он знает, что он их по-любому всех поломает. Поэтому, а если вы думаете по-другому, то вообще не выходите на это. Está muito bom. Tá, obrigado. Muito obrigado. Thank you so much. Hey guys, let's keep in touch. Sergey, you guys take care. Thank you. Congratulations to the TMS. You guys doing this reality. You know, I'm so happy to be part of this. Thank you. Bye. Bye bye. Потрясающе, бицушку накачал, чувствую себя хорошо. Ухо у меня поправилось, позавчера мне его хорошо откачали, и последние 2 дня оно почти не набирается, поэтому сейчас оно мне доставляет гораздо меньше дискомфорта. Хочу сказать о том, что как мне не будет мешать его перебинтованное ухо, так я думаю, что ему не будет оно мешать, потому что вот по опыту соревнований, даже если у тебя что-то болит и ты выходишь на схватку, ты полностью уже отключаешься, ты сосредоточен на борьбе, и ты забываешь о том, что у тебя болит, у тебя адреналин в крови, поэтому я думаю, это не будет мешать ни ему бороться, ни также меня не будет отвлекать от моих действий, от моей тактики. Ярик Блажко самый титулованный джитсер в Украине, по сути. Я очень рад, что мне доведется с ним бороться. Это очень интересный будет опыт, и это будет очень яркая победа для меня. Да, у меня есть больший опыт соревнований на высоком уровне, но ни в коем случае нельзя недооценивать своего соперника, потому что это может сыграть с тобой злую шутку, и потом ты окажешься, то есть на тебе еще больше ответственности от того, что на тебе больше титулов, и ты должен доказывать постоянно, что ты лучший. Вес в джиу-джитсу тоже играет роль, поэтому не всегда легким соперникам удается реализовать свои преимущества. По поводу моего плана действия увидите в поединке. Не буду раскрывать свои карты. Конечно, когда борешься с более тяжелым соперником, нельзя ни в коем случае давать ему навязать свою борьбу, распределять вес на тебе, потому что будет очень сложно, нужно работать первым. Хочу пожелать своему сопернику удачи, чтобы мы показали красивую борьбу, да и победить сильнейший.
Насчет моей физической подготовки, стараюсь тренироваться каждый день, стараюсь быть в форме. Насчет психологической подготовки, стараюсь не волноваться. У меня есть проблема, я постоянно перед всеми соревнованиями я волнуюсь. В этот раз стараюсь себя как-то настроить, не думать о поединке, просто, так сказать, пускать все своим чередом, как оно будет дальше. На даний момент часу моя форма на дуже хорошому рівні. Тобто я можу включитись на певний відрізок часу і себе відчувати конкретно добре, без сумнівів працювати. Ну, о своем сопернике могу сказать, что он очень хорошо двигается. Смотрю, что он тоже много тренируется, подвижный, ну, как хороший спортсмен. Я думаю, будуть інтересні схватки. На рахунок Сергія, з тим, з ким я буду боротися, дуже хороший в нього рівень техніки, гарно бореться, але я так само і не промах. Ну, как такового плана на поединок у меня нету. Буду стараться бороться, как и обычно. У мене над оком рана, це протерка, звичайно. Заважати воно мені не буде. Можливо, зараз собі заклею. А так взагалі прекрасно. Вийду і буду боротися. Дивитись можу, так що все буде окей. Своему сопернику я могу пожелать удачи, хорошей борьбы. Увидимся на коврі. Хочу побажати своєму супернику удачі і хай це буде дійсно видовищна і гарна боротьба. Всем привет! Остался самый сок, и сегодня мы с вами посмотрим схватки двух четвертьфинальных пар. С вами вновь говорящая борода, поехали! Хорошей борьбы, начинаем. Итак, в первой встрече сойдутся Влад Ярощук, город Харьков. Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Борцы на середину. Владислав Ярощук, человек со сломанным ухом, против самого титулованного джитсера Украины Ярослава Блажко. Начали. Итак, четвертьфинал, ребятки, на скилле у нас выходят. С чего начинается партия? Ну, собственно, с даблгардпула, но от чего мы еще ожидали в турнире Submission Only? Не борьбы же в стойке. Блажко тянется за ногами, видимо, будет строить тактику вокруг атаки на ноги, хотя мы уже видели, что его технический арсенал весьма широк, и может он делать, в принципе, что угодно. Владислав Ярощук не дает оттянуться, не дает захватить ногу, обороняется пока достаточно успешно. Вот Блажко выходит как будто бы наверх, а нет, наверх Блажко не идет. И продолжает бороться с ногами Влада. Ну, может быть, все-таки встанет наверх, будет проходить гард. Мы уже видели, что позиционно Ярослав Блажко, конечно же, прекрасно работает. Но нет, продолжается заруба на ногах. Захват сейчас пытается взять на ноге Ярослав Блажко. Владислав тоже пытается брать свои захваты, но, конечно, больше работает в защитной манере. Вот проходит Беримбола, вполне себе у Блажко. Спину забирать не будет, но охотится за ногой. Будет ли какой-то захват, прихват у нас? Пытается вот сейчас Нэша горами взять ногу своего оппонента Блажко. Ну, не особенно дает это сделать Ярощук, пока все видит, уверенно защищается. Обмануть или как-то опередить оппонента у Ярослава не получилось. Ну, окей, что ж, вообще эта схватка, конечно, интересна тем, что мы видим противостояние номинально топового оппонента. Вот посмотри, сейчас тут неплохой прихват Ахилла был, но нет, опять Ярощук достаточно уверенно обороняется от этого. Так вот, номинально более технически сильный и более высокого уровня Ярослав Блажко встречается с Владиславом Ярощуком, который тяжелее его на 12 килограмм. Мне всегда нравились такие челленджи, знаете ли, в борьбе, и вот сейчас прикольно. Кстати, смотрите, неплохой выход на рычаг колена сейчас может получиться у Блажко. Тянет он ногу, сейчас берет на скручивание стопы, но нет, опять же, разрывает все захваты Владислав. Вытянуть ногу, видимо, тоже не получится, да, колено уже свободно у Ярощука. Ну что ж, окей, очень равная обоюдоострая у нас схватка, хотя, безусловно, Блажко больше атакует. Вот подкручивается под него сейчас Владислав Ярощук. Как-то ему удается перевернуть оппонента, но не это была целью. Хотел, конечно, атаковать ноги Ярощук. И это, опять же, сделать у него не получилось. Прихватывает очень плотно правую ногу сейчас Блажко своего оппонента. Нет, таки захват разрывается. Вот Ярощук сверху. Может быть, будет обходить гард. Действительно, если у нас не получаются сабмишины, то почему бы, собственно, не получить позиционное преимущество, которое практически сейчас получает Ярослав Блажко. Чуть ли не сел в маунт он, но продолжается охота за ногами. И смотрите, свое скручивание стопы чуть не провел Ярощук, но, конечно, контроля там не было, а Блажко встает на ноги. Да, посмотрите, вполне допускаю, что Ярослав в этом поединке будет пытаться добиться позиционного преимущества. Окей, соперник тебя тяжелее, 12
12 килограмм разницы, и прием сразу сделать не получилось. Да, почему бы не побегать вокруг него, не пройти гард, не получить сайд. Вот прихватывает снова эту же ногу Ярослав Блажко, крутым таким быстрым бэкстепом выходит в боковой контроль и практически его фиксирует. Да, уже есть захват на шее, никуда не деться, особенно Ярощуку из этой позиции. Блажко занимает сайд-контроль, нога свободна. Да, это вполне себе сайд-контроль. И вот отсюда уже, конечно, тоже надо пробовать атаковать. Держит таз своего оппонента сейчас Ярослав Блажко, не дает ногами следовать за собой, что в принципе правильно, и восстановить гард никаких особенных вариантов у Ярощука я сейчас не наблюдаю. Вот берет он такой плотный захват через спину своего соперника, блокирует этим Блажко, Блажко никуда пройти не может, ноги он держит, то есть Ярощук гард не восстановит, но и сам, конечно, благодаря этому захвату особенно не может улучшить как-то свою позицию, либо зайти на прием. Пытается Влад подтянуть свои ноги, как-то восстановить гард, но сделать у него это не получается. И не получается ничего сделать у Ярослава Блажко. И вот Виктор Горбовский поднимает красный флаг. Это, насколько я понимаю, замечание именно Владиславу Ярощуку за пассивное ведение схватки, за вот этот замок, который привел схватку в патовую ситуацию. Да, замок он расцепляет, и, собственно говоря, сразу же Ярослав Блажко оказывается в позиции север-юг. Что ж, это опасно. Отсюда можно делать достаточно много приемов, и рычаги, и удушающие, практически весь арсенал. Но смотрите, Владислав Ярощук восстанавливает гард, проворачивается, а Блажко снова атакует ахилл. Нет, не получается ему оттянуться от Ярощука с захватом ахилла. Ярощук все видит. Круто, классно восстановил гард. Вот смотрите, сейчас вывешивает на своем крюке оппонента и переворачивает. Классный свип от Владислава Ярощука. Блажко встает на ноги, в принципе, какими-то дивидендами воспользоваться после свипа он своему оппоненту не дает. Сейчас у него есть захват, кстати, очень неплохой захват руки. Вполне возможно, что он пойдет отсюда и на кимуру, и на рычаг локтя, и может и свипануть. Давайте посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Блажко вот отрывает руку оппонента, но нет, не получается ничего сделать. Ярощук тут же подтянул ноги, восстановил гард. Что ж, отлично. Блажко на ногах, и Блажко, мне кажется, сейчас начнет взвинчивать темп. Да, прыгает на гильотину, защищается от этого Владислав Ярощук. Тянет ногу, может быть, вытянет ногу сейчас. Позиция вроде есть, но никакого контроля там особенного нету. И больше вариантов выйти на болевую на ногу, мне кажется, сейчас даже у Ярослава Блажко. Вновь обоюдная позиция. И больше как-то работает Блажко. Кажется, темпом хочет взять своего оппонента в этом поединке Ярослав. И у него это вполне пока себе получается. Вот снова блокирует он ногу оппонента. Снова Ярощуку сейчас нужно защищаться, что-то делать, как-то убирать эти бедра, которые пытаются отжать его бедро. Да, прокручивается берембол, и под ним Блажко, снова хватает ноги. Теперь вырывает ногу Владислав Ярощук. И ахилл может сейчас попробовать перенести на другую сторону и тоже попробовать ахилл. Пятка-то у нас запрещена как бы. Но Блажко, конечно, тоже не промах. Он пытается оторвать любую конечность своего оппонента, как только та покинула пределы его корпуса. Очень высокий темп задает Блажко. Ярощук пока что с ним справляется, но, безусловно, может отрабатывать лишь вторым номером. Подкручивается Блажко, хватает ногу. Нет, Ярощук это контрит и сам практически встает на ноги. Но, на самом деле, в этом поединке, я так смотрю, ни одному, ни другому особенно не хочется работать сверху. Приняли, господа, дуэль на ногах, этот вызов на дуэль на ногах, и с почтением друг к другу исполняют выбранный сценарий. Снова атака от Ярослава Блажко. Он заблокировал шею оппонента, сделал берембола, пытался атаковать одну из ног, но опять его оппонент, который на 12 килограмм, напомню, тяжелее, сделать ему этого не дает. Блокирует ноги оппонента Ярослав Блажко всеми способами. Ярощук нормально реагирует на это все. Чтобы сделать болевую на ногу, нужно сделать два противоположных движения друг за другом. Сначала прижаться сильно к оппоненту, взять хороший захват на ноге, а потом отжаться от него, чтобы, собственно, получить амплитуду для приема. И вот, кстати, Блажко сейчас встает, снова он проходит гард. Возможно, это как раз ключ к успеху для него. Он прыгает в треугольник, но, конечно, не получается это сделать. И тут же контратакует его Ярощук своим рычагом колена. Но Блажко легко выкручивается. Ну и вновь у нас обоюдная позиция. Да, Блажко, безусловно, быстрее. Блажко, безусловно, атакует в этой схватке. Но Ярощук смотрится, ну, прям молодцом. И вполне себе опасно контратакует. Я думаю, что с точки зрения шансов на победу сейчас совершенно ничего не ясно. Крайне равную борьбу мы наблюдаем. Снова попытка гильотины от Ярослава Блажко. Неплохо, быстро, резко, но там нет контроля корпуса особенного и достаточно большие зазоры, конечно, снимет Ярощук эти руки со своей шеи.
Дорабатывает Ярослав Блажко. Очень высокий темп он держит. Буквально всю схватку будет проходить. Пробовать гильотину. Много чего может сделать отсюда Ярослав Блажко. Снова бэкстеп. Пытается сделать скручивание стопы. Ярослав Блажко тянет неплохо, кстати. Но только нет, опять же, контроля бедра. Ярощук от контра. Все эти попытки. Свалилась повязка с головы Владислава Ярощука. Его ухо сейчас не защищено. Но главное сейчас, безусловно, защищать ноги. И притом не только ему, но и его сопернику Ярославу Блажко. Хотя снова сейчас в атаке именно Блажко. Снова он атакует ноги и защищается от этих попыток Владислав Ярощук. Хотя вот сейчас у него есть некоторая позиция для того, чтобы сделать прием, но предпочитает обороняться, пытается заправить что-то вроде дартса, но у нас осталось 1 секунда. Все, это конец схватки. И у нас борцовский Повязку, пенальти. давай быстрее повязку. Да. Орел, решка. На камень ножницы туда. Решка. Позицию выбираешь. Основное время закончилось в ничью, никто не привел сабмишн, у нас будут борцовские пенальти. Первым позицию занимает Ярослав Блажко, и он выбрал позицию бэкмаунта, то есть позицию контроля спины. Сейчас он возьмет ситбелт, да, надо дать ему взять захват ситбелтом, ремень безопасности. И отсюда борцы начнут свой поединок до сдачи. Время пошло, Ярослав Блажко пробивает руку под шею. Правая рука у него атакующая, вот уже есть у него замок. Нет, еще нету замка. Сейчас нам показывают ребенка. Покажите же нам руки Ярослава. Чередует левую и правую руки для того, чтобы пробить их под шею своему оппоненту Ярослав Блажко. Защищается Ярощук, но темп крайне высокий задает Ярослав Блажко. Пробивает правую руку сейчас. Ярощук пока защищается, но в любой момент одно неверное движение может решить исход схватки. Да, вот эти все драки со спины, они такие. И правая рука сейчас есть под шеей, точнее на челюсти, есть замок у Ярослава Блажко и стучит. Влад Ярощук. Да, это было удушение через челюсть, все-таки пробил свою руку Блажко на челюсть, сразу же закрыл замок, очень быстро, очень круто, да, действительно крутая техничная победа. Теперь спину забирает Владислав Ярощук, он будет атаковать, есть у него ситбелт. Что ж, погнали. Начали. Сразу разворачивается Ярослав Блажко, хочет он выйти с позиции, да, чтобы победить, ему сейчас нужно выйти из этой позиции просто и не дать сделать себе прием. Пытается пробить левую руку под шею Владислав Ярощук, но Блажко разворачивается. Смотрите, сейчас может быть потеряна позиция для Владислава Ярощука. Да, он разворачивается, это как бы маунт, но как бы по нашим правилам это победа для Ярослава Блажко. А в этой схватке победу одержал Ярослав Блажко. Ну, бой мне очень понравился, мы реально отработали 8 минут. Сбылось то, что я пожал Ярику, что мы хорошо отборолись. Но я не смог реализовать все свои сильные стороны, поэтому время дошло до овертайма, где Ярику выбил жребий первому забрать спину, и оттуда он меня успел финишировать. Я же, когда тоже был в овертайме, со спины не смог его финишировать, он ушел с позиции, поэтому так я и проиграл. В принципе, ходом поединка я доволен. Жаль, что не смог реализовать все свои сильные стороны. Но это джиу-джитсу. Иногда мы не выиграем, иногда мы просто учимся. В ГИ тактику я немного изменю. В принципе, я чувствую себя хорошо. У меня хватит еще сил отбороться хоть 10 таких схваток. Поэтому, в принципе, я не чувствую какой-то усталости особо большой. Думаю, что в ГИ мы тоже сможем выдать хороший поединок. Да, конечно, был тяжелый поединок. Соперник молодец, хорошо реализовал свою тактику. Его тактика заключалась в том, чтобы блокировать мои атаки, чтобы я устал и уже в овертайме реализовать преимущество в весе, то есть задушить либо сделать болевой на руку. Устал, то есть, но есть время восстановиться, поэтому я полностью готов к следующей схватке в кимоно. То есть в кимоно борьба отличается, уже не получится так сильно зажиматься, то есть я смогу больше работать. Во второй схватке нашего вечера сойдутся Илья Гасюк, город Тернополь. Сергей Коркач, город Крапивницкий. Илья Гасюк, человек леглок против мастера рычагов локтя Сергея Коркача. Время. Начали.
Поехали, давайте без стойки, господа. Да, Гасюк сразу залетает, буквально прыгает в ноги, и у нас будет прекрасная, великолепная и красивая разборка в партере. Знаем мы, что Коркач это мастер рычагов локтя. Вот такие позиции ему отдавать вообще не стоит. Сейчас может вылезти в спайдер-веб, но правая нога, конечно, Гасюка этому всему делу мешает. Руку он свою здесь спасет, но вообще против Сергея Коркача действовать вот так достаточно опасно. Снова берет свой захват из сайд-контроля, вот этот, из которого он легко выходит на рычаги локтя Коркач, но Гасюк, конечно, не пальцем делан, понимает, что происходит, руки не отдает, но опасно. Сейчас вроде как начинал атаковать именно Илья Гасюк, но в итоге получил два прям очень опасных момента для себя. Я думаю, что с Сергеем Коркачем надо быть поосторожнее. Есть баттерфляй гард сейчас у Гасюка, и, кстати, в этой паре у нас тоже есть не маленькая такая разница в весе. Но давайте смотреть за ходом схватки, потому что развивается она достаточно динамично. Гасюк пытался подкрутиться на ногу Сергею Коркачу, Коркач его раздавил, размазал буквально-таки об ковер, но есть халфгард, достаточно плотный, там есть замок у Ильи Гасюка, освободить сейчас ногу для Коркача будет достаточно проблематично, но и с такой позиции, собственно, сделать прием еще более проблематично. Пока ситуация немножко патовая, но, конечно же, Сергей Коркач сейчас будет работать над тем, чтобы освободить свою правую ногу и занять полноценный сайд-контроль. Позиционно Сергей Коркач борется прекрасно. Илья Гасюк, как мы знаем, леглокер и хорошо умеет выходить на ноги, делать вот эти все вещи. Сейчас пытается заблокировать дальнюю от себя руку Сергей Коркач. Гасюк, кажется, сделать ему этого не дает, вовремя реагирует. Все у Ильи Гасюка под контролем. Но думать о своих атаках, конечно, Гасюку сейчас не приходится. Просто размазывает его Сергей Коркач по канвасу. И напомню, да, что разница в весе именно в сторону Сергея. Целых 10 килограмм разницы. Наверху находится Сергей Коркач, вдавливает оппонента, но ногу пока что пройти не получилось. Зато у него есть захват под шеей, то есть практически полностью обездвижил своего оппонента Сергей Коркач. Окей, как будет развиваться дальше эта позиция? Пытается освободить ногу Сергей Коркач. У него это не получается сделать, и Илья Гасюк восстанавливает гард. Прекрасно, очень круто сработано. Пытается выйти на рычаг локтя, подкручивается, нет, не получается. Пытается накинуть треугольник, но держит ровненько осанку свою Сергей Коркач. Конечно, его так легко не пронять. Как-то надо комбинировать приемы. Продолжает пытаться сломать осанку Илья Гасюк. У него это, ну, вроде бы с одной стороны получается, с другой стороны Коркач спокоен. Коркач защищается великолепно, уверенно. Не получается у Гасюка закинуть ноги в очередной раз. Гард раскрыт. Берет захват под бедром и получается у него, кстати, пройти гард. Посмотрите, сейчас можно так и спину отдать Илье Гасюку. Да, дает спину Илья Гасюк. И, кстати, есть уже захват на шее. Сейчас будет rear naked choke. Это, возможно, сдача. Очень плотный там захват. Есть удушение сзади. Стучит Илья Гасюк. Победа Сергея Коркача. Великолепно, отличное позиционное доминирование. Это было круто. А в этой схватке победу одержал Сергей Коркач. Я очікував всього прекрасного, я знав, що він буде йти на мене, так само, як я на нього. І хотів розбалансувати його, вивести в ту позицію, в якій мені комфортно, але він правильно скооперувався. Не дав мені заплітати гачки, ті позиції, в яких я себе конкретно чую, і працював над проходом. Поєдинок був тяжкий, стомлений, сили пішли добре, але зараз я встигну відновитися. Чуть-чуть обдумаю, як далі працювати, і знову включусь, знову буду працювати. Зараз буду реванш, буду вигравати. Дуже швидко мені вдалося закінчити нашу схватку тим, що добре настроївся перед поєдинком і знав приблизно, що буде робити мій опонент. В дії я ще поки не знаю, що я буду робити. Буду працювати вже на килимі, в залежності від того, як буде працювати мій опонент. Итак, друзья, в очередной встрече нашего вечера уже в формате ГИ вновь сойдутся Влад Ярощук, город Харьков. Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Блажко против Ярощука. Первая схватка была сверхконкурентной и закончилась только благодаря серии пенальти. Что же будет в ГИ? Начали. Насколько я понимаю, Ярослав Блажко это в первую очередь гишный молодой человек. У нас дабл гард пул. И я подозреваю, что именно здесь, в ГИ, ему будет даже попроще, чем в ноу-ги. Достаточно с большим трудом одолел он своего оппонента Владислава Ярощука в раунде ноу-ги по пенальти. Что же будет в ГИ?
Посмотрите, сразу Ярослав берет свои захваты. У него есть захват от ворота, у него есть захват на руке. Что-то он, видимо, с этих позиций умеет и будет работать. Ну а Владислав Ярощук пока что защищается и пытается снять захваты своего оппонента в первую очередь. Отдавить его ноги, да, чтобы он не подползал под его бедра, не лишал его опоры, не выдергивал эти ноги на болевые. Сейчас схватку, безусловно, ведет Ярослав Блажко. Снова он задает ритм, он задает темп. Вот у него есть хорошие захваты для берембола, например. Можно сейчас крутануться вправо. Пойдет ли? Да, идет вправо Ярослав Блажко. Ярощук, конечно, к этому был готов и снимает с себя хуки, не дает себя перевернуть, но он находится сейчас в такой глубокой, можно сказать, обороне. Очень хорошо его растягивает Ярослав Блажко. Напомню, Влад Ярощук тяжелее своего оппонента на целых 12 килограмм, но разница в опыте соревновательном тоже присутствует, и она в пользу Ярослава Блажко, призер мира IBJJF, этот коричневый пояс. Снова беремболит оппонента Ярослав Блажко. Будет пытаться забрать спину сейчас. Да, в ги достаточно хорошо забирается спина, если ты умеешь это делать с помощью берембола. Безопорное, очень плохое положение сейчас у Владислава Ярощука. Что же будет делать? Как будет спасаться отсюда? Но не получилось забрать спину у Блажко, получилось выйти наверх, прижать соперника, и что? Видимо, сейчас будет обходить гард. Да, опять же, мы говорили, не получается быстро сделать прием, почему бы не получить позиционное преимущество. Хорошие захваты сейчас есть у Блажко, он практически полностью контролирует своего соперника, и он будет решать сейчас, как дальше будет развиваться схватка. Что будет делать Блажко? Пока удерживает своего оппонента в таком положении, это очень неудобно для Ярощука. Да, он теряет здесь силы, пытается пройти его гард Блажко, вставить свои колени между ног. Не получается, но зато есть позиция leg drag, и вполне возможно, что сейчас и обойдет. Да, прыжком практически обходит гард своего оппонента Блажко. Ярощук успевает защититься, но он сейчас как будто на полшага назад. Вторым номером работает, защищается, и Блажко проходит гард, снова раскатывает своего оппонента. Есть у него захват на отвороте, он прижимает с помощью него плечевой пояс и голову к ковру. Раскатана нижняя нога. Только одна правая нога сейчас отделяет Ярослава Блажко от того, чтобы занять сайд-контроль. И я думаю, что если так продолжится схватка, то он рано или поздно эту ногу, конечно же, продавит. Что же будет делать Ярощук? Как-то надо ему сваливать из этого положения. Останавливается схватка. Сейчас будут борцы перенесены в центр ковра. И совсем незавидное положение для Владислава Ярощука. Если их вернут в ту же позицию, я надеюсь, что эта сложная позиция будет воспроизведена. Давайте посмотрим. То, конечно, надо Ярощуку что-то придумывать, потому что время играет не на него, а отдавать сайд-контроль Ярославу Блажко, я уверен, он совсем не хочет, потому что с сайда Блажко работает великолепно, мы это уже наблюдали сегодня. Та же позиция, да, сверху работает Ярослав Блажко, пытается продавить и пройти гард, занять полноценный сайд-контроль, вот уже колено под бедрами у врага, это практически получилось, практически занят сайд-контроль, но Владислав встает, не дает закрепиться. Блажко давит всеми своими 70 килограммами веса, но Ярощук, конечно, не хочет пускать его к себе в сайд-контроль, в итоге как-то восстанавливает кое-как гард. Ну а Блажко снова не дает ему это сделать, подкручивается, и, видимо, у нас снова будет разборка на ногах. Но, по крайней мере, Блажко не прошел гард, Ярощук защитил свой гард, и это, безусловно, для него успех. Снова у нас обоюдная позиция, уже прошло практически 4 минуты схватки. Сейчас схватка свой темп подснизила, сделать что-то быстро, резко и победить досрочно не получилось у борцов, и будет достаточно такая вязкая, тактическая борьба из 50-50. Будут удобные захваты, будут какие-то попытки обмануть друг друга. Вот попытка сейчас выйти на рычаг колена от Владислава Ярощука, но она такая предсказуемая, прямая, конечно, свое колено Блажко освобождает. Ну что ж, попытка засчитана. Берет ахилл Ярощук, а Блажко снова подкручивается и снова будет беремболить. Снова он будет своего соперника беремболить. Вот есть захват там нижней ноги. Вновь лишает равновесия своего оппонента Ярослав Блажко. Что же будет делать Ярощук? Ну, неплохо защищается на самом деле. Максимум, на что сейчас уже можно рассчитывать, наверное, это свип и забор спины. Нет, спину не заберет. Еще пытается контратаковать ногу там Владислав Ярощук. Это у него не получается. Берембола очередная у Блажко не получается. И, кстати, есть блокирование ноги от Ярощука. И там было бы неплохо скрутить пятку, но у нас скручивание пятки здесь запрещено. Заходит на колено сейчас Ярослав Блажко. Нет контроля бедра ни у одного, ни у второго. Есть захват лапелла у Блажко, но беремболить с такой позиции не получится. Его левая нога заблокирована. Пытается что-то там оторвать Владислав Ярощук, но не особенно это получается. Неплохо было бы здесь крутить пятки. Да, опять же, пятки запрещены. А вот из такой позиции, которая есть у Ярощука, сделать что-то еще достаточно проблематично. Тем более, что вовнутрь туда заведена еще и вторая
нога Ярослава Блажко. И, патовая, можно сказать, ситуация. Патовая. Отсюда сделать прием кому-то будет достаточно проблематично. Сейчас какая-то остановка произошла. Что случилось? Натягивают штаны Ярослава Блажко. Да, согласен, это нужно сделать. Безусловно, я за то, чтобы вообще на каждом грэпплерском турнире были специально обученные люди, которые помогают натягивать штаны спортсменам. Для престижа вида спорта, конечно же, очень-очень важная деталь. Ну что ж, продолжаем. Едем дальше. У нас достаточно патовая позиция, такая многозарубная. Ну а перспектив какой-то конкретной атаки нет ни у одного, ни у второго оппонента, хотя можно сказать, что сейчас, конечно же, Ярощук ведет поединок, и он пытается отломать ногу своего оппонента. Но на самом деле отсюда вот не получится сделать, мне кажется, прием ни у одного, ни у другого. Надо как-то расцепляться, позицию менять. Останавливают сейчас схватку, да, снова натягивает штаны Ярослава Блажко. Я думаю, что начнут спортсмены сначала, потому что та позиция, которая сейчас у них была последнюю минуту или полминуты, она достаточно пассивная и не дает преимущества ни одному, ни другому. Ну и главное, не дает преимущества нам, зрителям. С такого 50-50 обоюдного начинают спортсмены. Что будет? Будут атаки на ноги, я уверен. Возможно, снова будут проходы гарда от Ярослава Блажко. Ну вот сейчас заактивничали господа и начали охотиться за ногами друг друга чуть активнее, пока никто успеха здесь особого не снискал. Владислав Ярощук привстает, может быть, он будет проходить гард, может быть, теперь он будет пытаться добиваться позиционного преимущества. Вот неплохая попытка выйти на рычаг колена, продернул ногу себе Владислав Ярощук, но, конечно, Блажко это все отконтрил, освободил сразу быстро свое бедро, не дал его законтролировать и пытался атаковать сам. Как и в ноуги, в ги парни показывают, что они имеют очень высокий уровень. Снова беремболит своего оппонента Ярослав Блажко, пытается лишить его равновесия. Получится ли что-то на этот раз? Ярощук хорош в защите, Ярощук не дает себя не перевернуть, не забрать свою ногу. Концентрация высочайшая, конечно. Уровень технических действий, их количество тоже высочайшее. Осталось 1 минута и 20 секунд до конца основного времени схватки. Напомню, ноуги у нас закончилась в ничью в основное время и в итоге завершилась серией борцовских пенальти. Осталась 1 минута и 5 секунд. Атакуют оба, обоюдоострая борьба идет, но перепробовали друг на друге все, что хотели. И сейчас имеет место некий творческий кризис. Кстати, Виктор Горбовский показывает красный флажок, что означает замечание. И опять замечание Владу Ярощуку. Кстати, не совсем понимаю, за что сейчас было дано замечание. Была обоюдная, достаточно пассивная позиция. Ну, подкручивается вот на ногу сейчас Владислав Ярощук. Пытается ее заблокировать. Блажко этого сделать не дает. Вновь работает снизу. Неплохо. И вот сейчас хватает ногу. Посмотрите, там есть захват на ахилле. Да, есть. Получится ли оттянуться? Ярослава Блажко оттягивается. Тянет ахилл. Сдача. Это победа Ярослава Блажко за 30 секунд до окончания основного времени. Жестким таким взрывным ахиллом. Вау. А в этой схватке победу одержал Ярослав Блажко. Я вообще не понял, насчет чего судьи сделали замечание. У нас была обоюдная позиция, даблпул, оба атаковали. Если в первом поединке, когда сделали замечание, действительно на сайт-контроле я его удерживал, не давал ему там занять маунт, улучшить свою позицию, то здесь мне непонятно, почему мне сделали замечание лично. Мое видение борьбы как-то не укладывается. Почему? Нет, я думаю, мы боролись, как и в первой схватке, оба хотели выиграть, оба хотели работать вторым номером. Но в ги Ярику это удалось еще лучше, чем в ноуги. Мне постоянно приходилось, как играть в догонялки, постоянно работать вторым номером, а не первым, не прессинговать. И думаю, в принципе, это основная причина того, что я проиграл. Особенно в конце я попал на ахилл, расслабился на последних 30 секундах и уже думал, дотянем до овертайма. Уже чувствовал, что я за минуту его сейчас не смогу засубмитить. Но, к сожалению, Ярик, наоборот, собрался, взорвался и сделал ахилл. Да, большое спасибо Владу за классную борьбу. Хорошо поработали. В конце удалось мне... заходил на один прием, и Влад небольшую ошибку допустил. Я увидел ногу, забрал, получилось доработать. Так, тяжелая схватка была. Снова пытался работать, то есть постоянно блокировал мои атаки. Хорошо меня знает, поэтому все мои сильные стороны он старался пресечь. Ну да, я продолжал работать так, как я работаю. Просто в последнем моменте перед болевым удалось плотнее вкрутиться
беримболу и оттуда увидел ногу. То есть я эту технику также нарабатывал, удавалось и до этого завершать досрочно. Сейчас получилось. Итак, друзья, время заключительной встречи нашего вечера. И вновь сойдутся, но уже в формате ГИ. Илья Гасюк, город Тернополь. Сергей Коркач, город Крапивницкий. Сергей Коркач ворвался в бэкмаунт Илье Гасюку и задушил его со спины в ноуги. Теперь смотрим реванш в куртках. Удачи. Время. Поехали, болевые на ноги против болевых на руки. Снова пулитгард Илья Гасюк пытается подкручиваться на ногу. И у Сергея Коркача, знаете ли, тоже, конечно, есть план на эту схватку. Он сразу же хватает руку, но отсюда вытянуть какой-то армбар достаточно сложно. Переворачивает его Илья Гасюк. Заблокирована сейчас левая нога у Коркача. Будет ее атаковать, видимо, Гасюк. Но Коркач взял захват отворотом. Очень сложно, конечно же, сейчас будет оттянуться Гасюку для того, чтобы сделать прием. Пытается сделать обратный рычаг колена Илья Гасюк. Вот это был бы хайлайт, так хайлайт, если бы такой прием прошел. Но пока заблокирована нога у Сергея Коркача, будет он освобождать, наверное, как-то проходить, занимать позицию, потому что мы наблюдали уже, что Сергей Коркач не особо у нас любитель зарубаться на ногах и решать отношения, выяснять отношения именно в этих ножных дуэлях. Блокирует просто работу Ильи Гасюка сейчас Коркач и, наверное, будет вставать. Да, берет отворот, встает наверх Сергей Коркач, снимает с себя крюки и будет проходить гард Ильи Гасюка. У него это получилось сделать в ноуги, почему бы ему не сделать это в ГИ? Сейчас вот есть неплохой захват на руке у Сергея Коркача, и будет он тянуть рычаг отсюда. Да, там есть захват, и он будет тянуть рычаг. Надо освобождаться Гасюку. Гасюк освобождается и пытается пройти гард уже сам. Илья Гасюк будет занимать сайд-контроль. У него это практически получилось. Да, получилось. Есть у него даже позиция север-юг, но Коркач под ним вертится. Коркач, конечно же, не хочет, чтобы Гасюк работал сверху. Неплохая была попытка от Коркача выйти на рычаг локтя. Ее отлично отконтрил Илья Гасюк. Что же будет дальше? Интересно, у нас развивается схватка в ГИ, кстати. Илья Гасюк ложится, будет блокировать ногу, оторвать пытаться правую, но нет, не получилось он это сделать. Коркач сверху, и Коркач будет проходить гард. Да, смотрите, хватает руку на рычаг локтя, сейчас пойдет Сергей Коркач. Мы уже видели, как он это делает. Мастер рычага локтя у нас Коркач. С такого захвата вряд ли что-то может сделать. Гасюк пока просто держит руку, но вот если как-то развернуть и получить нужный угол, то Сергей Коркач может сделать и омоплату отсюда, и рычаг локтя может пойти. И смотрите, кажется, тянет кисть сейчас Сергей Коркач, пытался сделать болевой на кисть, не получилось у него это сделать. Илья Гасюк круто защищается, но рука-то там в замке, рука захвачена, и сейчас будет армбар. Не провернуться Илье Гасюку. Армбар, сдача, победа Сергея Коркача очередным армбаром. Не зря я назвал этого человека мастером рычага локтя. Действительно подтверждает свое реноме. Вот, вопрос. А в этой схватке победу одержал Сергей Коркач. Це не остання сутичка моя з ним. І було дуже класно і приємно просто боротися з ним. І ще 100% зустрінуся з ним на татамі. Допустив пару помилок, із-за чого і видухся, і віддав больовий на руку. Ну, а не остання сутичка моя. Як я був так настроєний рішуче, так само і Сергій був настроєний рішуче. Просто я почав робити, скоріше всього, десь видухся, десь вже не працював на швидкість, десь пропускав моменти. Ну, Сергій більш виносливіший, тому і виграв. Дякую за привітання. Вдалося мені перемогти мого супротивника тим, що настроївся більш-менш і бачив вже, як він працює. Питався підлаштуватися під його боротьбу. Так, він чинив вже більше опір, так як першу схватку ми з ним боролися. Він побачив, як я борюсь, я бачив, як він бореться. І так чуть-чуть довше продлилося. Дуже гарний спортсмен, талановитий. В майбутньому зустрінемось ще на Килимі. Ну что, все четвертьфиналы закончены. Мы знаем имена всех наших полуфиналистов. Парни, я вас поздравляю, всех, кто прошел. Один из вас будет победителем первого проекта «Львы Team ES». Желаю вам удачи, хорошей борьбы. Ну и по традиции попрощаемся с теми, кто сегодня проиграл и покидает участие в нашем проекте.
Начинаем сегодняшнюю жеребьевку. Ну, вы так стали классно прямо. Такое ощущение, что, знаете, сейчас пары уже сформировались. Ну, давайте это все-таки проверим на жеребьевке. Прошу вас. Итак, у нас определились первые полуфиналисты. Ярослав Блажко, Роман Непота. Сергей Коркач, Константин Шутко. Получилось у вас дойти до полуфиналов. Это, конечно, не везение, а тяжелый труд, который вы проделали в зале. Вот его результат. Скажу, что меня лично ваши соперники немного удивили. Вот конкретно твоя схватка с Яриком. Я первый раз видел, что Ярик работал так агрессивно, и для меня это было неожиданно. Мне интересно, для тебя это тоже была неожиданность, потому что наверняка же ты видел, как он борется раньше, или ты все-таки ждал, что в этот формат он будет работать так? Да, для меня было неожиданно, что он начал с самого начала работать первым номером, и что он сам начал идти в атаку, атаковать ноги. И у меня даже какой-то там на первых секундах такой думал, воу, полегче. Это я с Яриком работаю или с Ромой? Да. Это было прикольно. Да, это действительно, я точно так же и твой соперник, вот Сергей. А здесь он прям вот был настолько спокоен и... Настолько собран. Да, вообще, настолько собран, что он меня лично удивил, и я, наверное, после этой схватки буду с ним общаться и наставить на том, чтобы он все-таки продолжил свою соревновательную карьеру. Ну что, и по схватке скажешь, и вообще, я говорю, видел ли ты раньше, как он выступает где-то, и как он Ну, як він виступає, до цього не бачу. Тобто ти здесь його, да, перший Тут я раз побачив, ще познайомилися так вже більш плотніше, коли на тренуваннях боротьба була на висоті. Дуже хороша. Ну ты, получается, в первых схватках еще в 1.16 начинал первый, старался постоянно подбираться к ногам, а в этот раз, смотрю, что-то не получалось, как-то твой план немного уходил в сторону. Серега знав, що я буду старатись робити щось на ноги, тому він все правильно, коректно робив, не давав мені дойти до його ніг, я запулив, він був в стойці, я весь час пробував вкрутитись всередину з інвертованої делеріви. Він знав це, понижував таз, не давав мені, і він весь час пробував вийти мені на амбар зверху. Вот, кстати, была ситуация интересная, когда он тебе вышел на рычаг локтя, ты сначала показал окей, а потом сдался сразу. Я не совсем понял, что это значило. Це означає, що дуже плотний, класний амбар. А мы вот гадали просто, может быть, что ты типа говоришь окей, что ничего не идет, и ты сдаешься, а это ты уже показал, что, блин, классно зашел, надо сдаваться, да? Да. Влад, ну давай вернемся к тебе. Как дальше ты вот во время схватки, интересно твой ход мыслей, что ты планировал делать, вот именно когда вот это пошел прессинг, как ты планировал это сдерживать, и насколько получилось, не получилось? Ну, я видел, в принципе, его атаки, контрил их постоянно, видел, что он постоянно пытался закручиваться на беримбола, либо атаковать ногу. Я это видел, но, блин, было тяжело. Я, честно говоря, чувствовал постоянно, что и не я первый работаю, а я второй, что я после него постоянно приходилось догонять его. Да, иногда мне удавалось где-то там взять инициативу в свои руки, но в целом Ярик всю схватку держал в своих руках, и мне постоянно приходилось бороться от защиты. И это, на самом деле, не то чтобы очень... у меня уходило на это много сил, и как-то психологически было непросто. Но, блин, это было прикольно. Прикольный опыт. Точно так же, Илюха, как и ты, вы сегодня реально показали такую что ты самый красочную, легкий, да. Да, в принципе, сколько ты сейчас весишь на данный момент? 66 килограмм. Да. 66 килограмм, самый легкий. Коркач где-то килограмм на 10 тяжелее, я думаю, был. Но ты когда попал в гарду, у тебя были очень цепкие такие захваты. Да, были шансы хорошие. Да, почему ты именно раскрыл гард и немного начал работать не в том стиле? Потому что в предыдущей схватке, ты когда забирал гард, у тебя цепкость твоего гарда, там, армлока были очень колоссальные. Якщо чесно, не дуже себе впевнено відчував в позиції клоузгарду, тому що ноги і руки вже потихеньку забилися. Тобто в той момент просто був уставший. Да, і коли я вже фіксував, я розумів, що
врешті-решт, Сергій на 10 кг як не як більший, і в нього фізухи буде побільше, ніж в мене. І тому він контролював мене там більше, ніж я його. І тому я вже відпустив гард і потихеньку переходив, старався на Деларіву, вже переходити на позицію на ноги потихеньку. Что, пацаны, давайте, удачи вам. Встретимся. У меня брали интервью перед твоим матчем и говорил о том, что у тебя будут проблемы в схватке, если ты, как всегда, как зачастую, ты психологически не можешь справиться с настроем, но если вдруг тебе каким-то чудом удастся настроиться, то ты выиграешь. Ну, так и получилось, в принципе. Потому что я видел, что ты вообще не мандражировал ни в первой, ни в второй схватке, и, наверное, первый раз в жизни ты так боролся, как это у тебя вышло. В чем секрет? Получилось удивительно настроиться. При том, что соперник очень техничный, очень цепкий, очень хороший. Да, ты тяжелее был его, но ну, расскажи, потому что зрителям интересно, как вот, есть же такие ребята, которые вот все время на соревнованиях, да, как у нас говорят, в спорте горят, и не получается, у тебя раз как-то вот получилось. Ну, старался не думать о схватках, старался думать о том, например, что там будет дальше. Не думать, что я буду делать, а просто выходил бороться, делать то, что на тренировке. Да? Да, в свое удовольствие, просто делать то, что делаю на тренировке, и все. Ярик, а расскажи, как у тебя схватки были непростые. Влад килограмм на 15, может и больше, тяжелее тебя, при этом он достаточно хорошего класса, как мы знаем, он один из немногих, кто в Лиссабоне смог войти в тройку в адалтах. Впервые я видел, наверное, за долгое время, что ты был достаточно агрессивен, даже когда ты выходил, у тебя на лице такой настрой был. Ну, подходя к этим схваткам, то есть я понимал, что здесь нет баллов, и это вот главная, наверное, мотивация работать, то есть то, что я буду там лежать, выжидать для зарабатывания какого-то там преимущества либо 2 баллов, то есть это мне ничего не даст для победы. Поэтому я старался агрессивно работать всю схватку для того, чтобы завершить ее досрочно. Влад также очень хорошо подготовился к данным схваткам, то есть он знал, как я работаю, блокировал все мои атаки, и я так думаю, у него была тактика специально доводить время до овертайма, до болевых либо удушающих положений, и оттуда уже, то есть, рассчитывать на свой вес, мне кажется, и победить в дополнительном времени. Далее в Львах ТМС. Неожиданная травма Ярослава Блажко может поставить крест на его полуфинальном поединке против Романа Непоты. Надеюсь, что до поединка моя нога восстановится. К сожалению, мало времени, но имеем то, что имеем, постараюсь быть готов. В другой схватке Сергей Коркач и Константин Шутко обещают не разочаровать своей борьбой. Будем показывать красивую борьбу, бороться. Я хочу, чтобы это было красиво, я хочу, чтобы это было зрелищно. Это Львы ТМС, украинский прайд.